Здравствуйте, друзья. И швец, и жнец, и куда-то беглец, я бы сказал. Сегодня так. И в Швеции, и в Жнеции, на Дуде, и Греции. И в Венеции. Бывал, и в Венеции, да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прям почему-то соскучился по вам. А хотел я сегодня поговорить подробно об том, как Трамп, по моему личному мнению, вот об какушечке со всеми этими мощными тарифами. Но давайте начнем с того, на чем обычно заканчивают там всякие издания, то есть там спорт, культура. Давайте со спорта начнем. Погода тогда. Погода отличная, да, вообще. Погода супер. Всех вот так вот немножечко, аж передернуло. Я хотел похвастаться, что в прошлое воскресенье начал свой беговой сезон в Сочи на стадионе «Автодром» называется, где вот трасса Формула-1. Пробежались вообще великолепно. И... вот я... Показывают видео, вот я медаль даже... Мне медальку даже дали. Это вот не за то, что я первое место занял. Это там все, кто добегает, всех вот премируют медалями, а те, кто места занимают... А сколько дистанция-то? Я 10 пробежал для начала. То есть так с дочкой со старшей прям мы бежали просто вот и радовались. Такое качественное семейное время вот провести. Дочке у меня уже 35, так что нормально бегаем. У меня сын столько же примерно. Да. Вот. Почему я не просто хотел похвастаться. Кстати, вот я хотел на московский беговой сезон в это воскресенье, но из-за погоды и немножко о погоде. Весенний гром в Мещерском парке отложили. Почему-то на июль. Не на неделю, а на июль. Бог с ним. Начнем как-нибудь и по-другому. Я уже где-то на 5 стартов записался. А почему? Я не просто похвастаться. Я хотел сказать, что, ребята, бег – это вот лучшее, что может быть вот с вами может случиться. Кроме там семьи, детей. Это просто вот радость. Это такой спорт, в котором ты получаешь прекрасные такие химические вещества, эндорфинчики, так называемые. И для бега в Москве просто есть все условия, парки, набережные, вообще, что хотите, куча забегов, все забеги интересные. Я люблю как и общегородские, так и какие-то районные, типа Тушинского подъема, где так все по-семейному, все интересненько. И вот с какой проблемой столкнулся, когда начал бегать. Начал я бегать в возрасте 45 лет, и я не сильно хотел, побежать, хотел пробежать марафон. И не хотел я, порвать всех, выбежать из 2 часов, победить кенийцев и эфиопов. И просто хотел добежать и не сдохнуть. И, честно говоря, какого-то тренера или какого-то советчика найти просто у меня не получалось. То есть, если ты приходишь к тренеру по бегу, он говорит, ты что хочешь, личный рекорд установить или за какое-то определенное время пробежать? Ты говоришь, нет, я просто хочу бегать, получать от этого удовольствие. Иди вон там, бегай кругами. В общем, нету у тренеров до сих пор никаких, так скажем, программ и методик, чтобы человек, который, я не знаю, который, может, потом, лет через 5 он пробежит свой личный рекорд. Вы не правы, на самом деле. У меня сын триатлоном занимается. Да. Триатлон великая штука. И он говорит, что ему тренер дает задание, надо такой темп держать, такой пульс должен быть. Вот, и так что он за ним следит. Нет, это все, это да. То есть тренеры... просто иди побегай, то что так? Нет, тренеры тебе скажут, да, пульс такой-то, тут тут быстрые пробеги, тут, длинные пробеги. А если я, собственно, хочу просто бегать ради своего удовольствия, тоже правильно надо бегать. Не тоже просто правильно, да. Я позволю себе дать небольшой совет, кто захочет приступить к карьере бегуна. Пожалуйста, бегайте главное, это чтобы подбородок был повыше, чтобы глаза были на линии горизонта. Если вы опускаете взгляд, у вас опускается, в общем, лицо, поднимаются плечи, вы перекрываете себе дыхание, и так не надо бегать. И сама эта позиция, она неправильная.
бегайте, не втыкая пятку, а так вот либо по-кошачьи, либо на полную ступню наступайте. И никогда, пожалуйста, не начинайте там с дистанции, типа там 5 километров. Там у меня с кучей знакомых рванул, пробежал, вкус крови во рту, все, больше никогда уже на химическом уровне их организм запрещает бегать. Потихонечку вышли на километр, 100 метров пробежали, 100 прошли, очень быстрый прогресс в любом возрасте. Будете бегать, получать удовольствие, а особенно вот эти массовые забеги, там прям вот этим адреналином тебя аж вот прям как будто в воздух поднимает. Вот как вы, как почитатель футбола, вы, наверное, испытывали такое чувство, когда гол забивают, и вот вся твоя трибуна встает, и прямо аж какой-то вот, ну, вот это вот все, залететь, охота, мурашки по телу бегут. Вот я помню, родственница у меня на парижском марафоне, а там, по-моему, 40 тысяч, вот прям на Елисейских полях, на вот этих широких, 40 тысяч просто одновременно стартуют, а она говорит, на меня такое вот просто вот накатило, говорит, что слезы полились, то есть это эмоциональное, такие слезы хорошие, в смысле, эмоциональное переживание очень сильное, так что вот всем рекомендую не пропустить беговой сезон, и самое трудное в беге это встать с дивана и надеть кроссовки, это вот я вам гарантирую. После этого вы будете только удовольствие получать. Еще вот такая некая борьба немножко с собой. Завтра чуть больше пробежал. Послезавтра зато возвращаешь, говоришь, какой же ты молодец, что вышел. Да. Я в данном случае не про бег, я другими видами занимаюсь, но тем не менее. Я не против других. Они связаны с бегом тоже? Я не против других видов. И теннис хорошо, и велоспорт хорошо, и гребля, и даже на сапе с этим веслом кататься. Просто вот любые виды физической активности, они прекрасны. Главное, они немножко нас отключает от вот этого безумного потока информации, к которому еще вернемся и попытаемся его как-то обсудить. И вот я недавно на новость наткнулся, что теперь вот в этих беговых клубах, в которых, я не знаю, там, наверное, 1 миллион в Москве, принято юношам знакомиться с девушками, даже многие пары заводят, и как бы подумать, а где еще? Вот что, в ночной клуб приходить, где все там намазанные в 4 слоя штукатурки, и вообще как-то это все там больше про понты, или в этом, как он, Тиндере, значит, свайпать, где все как-то... В общем, Тиндеры, это хорошо. Это все в тандыре. В общем, это все неправильно, не по-настоящему. А вот пробежали... Вот я еще одно скажу про себя. Вот увлечение – это беговой туризм. То есть вот я еду в какой-то город именно на забег. Во-первых, я пробегусь по центру этого города, увижу его по-другому. Там после 5 километров такое, знаете, состояние эмоциональной оголенности. Воспринимаешь все просто вот гораздо ярче и резче, чем вот в обычном таком закрытом состоянии. Вот, бегают люди, ездят вот на такие забеги компаниями, классно проводят время, и вообще вот эта праздничная атмосфера, это вот тоже здорово. Да будет так. Да. Вот... Как Майк Хау, я все сказал. Я не все сказал, потому что от спорта мы переходим к культуре. А вы знаете, что я сегодня уже про это говорил? Про культуру? Да, вот как раз то, что у меня стоит. А давайте теперь я про это скажу. Я вот с удовольствием послушаю. Потому что для меня эта новость возникла в виде сообщения, что на Украине первое место в Apple Музыке, кажется, в прослушивании, вдруг заняла песня... Что-то так боюсь ударения не там ставить. Хуман, да? Да, вот. Значит, заняла песня, почему-то башкирская песня «Ай-Йола Умэй». «Умэй» — это название песни, а «Йола» — это название группы. Да. Давайте послушаем вот ровно 1 минутку. На же радио можно и песню послушать. Минутку можно, наверное, это не будет это самое. А как нас, если режиссер? Давайте врубаем, потанцуем. Я, естественно, после этой новости решил погуглить и послушать, что это за песня, вот, которую вы только что кусочек ее слышали. Во-первых, она мне вот просто понравилась. Это такой этнохаус, прям очень свеженький звучит вот этот звук струнных народных вместе с каким-то таким баском. То есть
просто красавица девочка, которая это поет, клип какой-то. Мужики у нее значительные такие. Значительно, это хорошее слово. Начал гуглить, оказывается, вполне такие нормальные люди. У одного брат на СВО служит. Они как-то там, в общем, вполне нормальные такие российские граждане. И то, что они об истории своей страны, своего народа поют на своем языке, это вообще только, по-моему, приветствуется. И вообще здорово и прекрасно. Но я в этой сильно, да нельзя замедленной сети YouTube это все смотрел. И он мне тут же начал выкидывать, значит, вот с упоминанием этой группы какие-то видеоролики. Я там ткнул на один, и там 15 минут какой-то такой хмурый дядя доказывал, что вот она, наконец-то, деколонизация. Башкиры поют на башкирском, значит, все. Нет никакого там общего культурного пространства, значит, все, скоро Россия развалится, все, всем кранты. Ну, просто вот смешно. А вот про первое место на Украине, там же у них вроде бы как есть какие-то мовные патрули и очень сильно ругаются, иногда избивают людей за то, что они слушают музыку на русском языке. И мне кажется, вот слушать российские группы на языке их родном, там, якутские, не знаю, там, чеченские, там, карельские. Может быть, это какая-то форма протеста против того, что их вот только вот мойвой одной кормят. Там у них тоже неплохие песни украинские были, но, по-моему, кончились. Все вот это уже какой-то тоже этнопоп, свиристелки, дикий темп, и все очень однообразно. А тут очень песня прям яркая, интересная. И она рвет все хит-парады сейчас в тюркоязычных странах, то есть там Туркменистан, Казахстан, говорят, даже в Турции. То есть и на 5-м или на 4-м месте, по-моему, сейчас она где-то в Шазаме, в мире вообще. Так что вот поздравляю всех с рождением хита российского происхождения. Ну, я бы, знаете, что добавил? Это уже история, так сказать, 2-летней давности. Есть Сигмабой? такая Алиса Супрунова. Она спела «Катюшу» на 40 языках российских. Вот, поэтому мы уже развалились давно, это с тех пор и так далее. И действительно очень хорошо поет, и она еще, у нее есть потрясающая песня именно на чеченском или на дагестанском языке, очень красивая, так что рекомендую поискать. Да, давайте еще раз, чтобы и наши слушатели могли погуглить, чтобы я запомнил. Алиса Супронова. Алиса Супронова. Да. Я вернусь домой, обязательно погуглю и посмотрю. А это Айола. Да, Айола. Уфимская группа башкирская, поет на башкирском языке. У них пара песен только есть. Ну, надеюсь, это вот старт очень хорошей такой группы, под которой мы будем... Вот я первый раз услышал песню «Для кого Святая Русь, для кого Матушка Земля». Да, я как раз вот тоже год назад или 2 года назад как раз вот это тоже бегал забег, но я тогда 21 километр бежал, и прям посередине вот этого всего... как он называется, Сириус и Меретинки, поставили Ладу Гранту, и в ней она была набита какими-то сабвуферами, колонками, и там все время на репите играла вот «Матушка Земля». И я ее раз 300, наверное, ну не 300, но вот такое ощущение, что я все время слышал там так кольцами бежать, то удаляясь, то приближаясь. И знаете, она мне вот до сих пор нравится. Но Татьяна Крутукова. Это вопросы, как бы это сказать, вкуса. Вот «Шаман» мне не зашел. Вот я как-то так не поражен. Вот. Ну, это, говорю, это абсолютно личное. Хотя вот в Кабардинке был летом. Это такой, знаете, эконом-минус класса курорт недалеко от Геленджика. Там вот просто как-то сидел и попивал один напиток прохладный, и просто... А там все ездят с открытыми окнами, из которых бум-бум-бум-бум, значит, музыка. Вот я насчитал за полчаса 3 раза «Матушка Земля» проехала, и ни разу «Шаман». Извините. Нет, но все это говорит только об одном, что несмотря на то, что отбыли наши, казалось бы, да, несменяемые, без них мы жить не можем, и они культуру нашу держали на своих хрупких плечах. Слава богу. Появляются, вот мы сейчас назвали 3 имени. Кому-то «Шаман» не нравится, кому-то Крутукова, кому-то Супронова, кому-то вот Айола не зайдет, а кому-то зайдет.
А мне кажется, что вот это вот расцветет вот чуть-чуть. Никогда же так не бывает, что там вкл, и, значит, полезла какая-то культурка. Нет, надо время какое-то, чтобы там как-то это все отрефлексировать. Я уверен, российская эстрада популярная и какая-нибудь посложнее просто расцветет. Вот, кстати, Сигмабой недавно был. Вы помните? Просто феномен. Как правильно? Феномен просто мирового масштаба стал. Я тоже абсолютно не поклонник этого Сигмабоя, но видел чувака, вот в видео, где чувак с этой колонкой ходил по Германии, из которой Сигмабой постоянно... Ну, тут тоже так вот, я не знаю, какая-то реакция на русофобию, когда вот, ребят, уже хватит. Давайте Сигмабой. И иноагент там, пусть сидят там, что. Им, кстати, по-моему, сейчас запретят просветительской деятельностью заниматься. Да. То есть даже в школе преподавать. Ай-яй-яй. В общем, никуда их. Они в основном-то люди образованные какие-то. То есть вот да ладно. Да, есть. Я, знаете, как вот я для себя рассуждаю? Есть люди умные, а есть люди умненькие. То есть вот он как бы вот начитанный, да, там какими-то, значит, может там стихи наизусть, может цитаты великих, там специально у него выученные 700 штук. Он так вот вроде по речи смотришь, там человек вроде бы не глупый, но он не умный, он умненький. Потому что какие-то вот базовые вещи вот там к 50 годам там, или к 60 не смог осознать. Раньше говорили образованщина. Вот, да, образованщина, да. Ну, сейчас даже вот я просто не понимаю, что вот значит образованщина. Раньше, понятно, это классическое образование имелось в виду, а вот сейчас, когда вот, человек-шахматист, вот как Гарри Каспаров, иноагент, и просто, кто он еще там, экстремист, террорист, вот, несет свои вот эти идеи. А сейчас же он какой-то фонд основывает, чтобы с Трампом бороться. Вот он в США теперь будет... там, по-моему, уже вопрос медицинский, если честно. Вот смотришь, это когда ненависть съедает человека изнутри. Да, это ужасно. Что ты там не думал про ужасно. себя. Вот еще, вот хуже ненависти, только, по-моему, зависть. Вот она вообще выжигает человека. Никому никогда не завидуйте, и вам все будут завидовать. А вот эту зависть у нас очень сильно возбуждают соцсети, вот такие, типа вот запрещенного у нас в России Инстаграма, когда люди вот, там фотаются в каких-нибудь экзотических локациях. Я как-то просто пересекся с одной девочкой, персонажем «Дом-2», и вот она там специально на Кипре, на Северном, причем на турецком. И я просто видел, как она... вот она приходит в кафе, я забыл, у нее цыганская какая-то фамилия. В общем, из «Дом-2». Значит, чашечку кофе там снять, какой-то рилсик. Потом, значит, кому-то дала там сколько-то лир, ей букет какой-то принесли. Потом какое-то поддельное колечко. Вот все это такое ненастоящее. И вот как живет где-то в каком-то ненастоящем... Вот, зависть – это плохое чувство. А давайте от зависти к кому мы перейдем? Я не знаю, видимо, про тарифы. Я хотел про давление в душе. Как у вас давление в душе, дорогие друзья? В душе, значит, я посмотрел сегодня все эти вечерние шоу, которые вчера вышли в США, сатирические. Там везде хохочут над Трампом, над тем, что он там подписал указ на камеры, значит, на все скопления журналистов о том, чтобы отменить ограничения на давление. У нас, как бы это называется... Воды в душе. Воды, не только в душе, а вообще во всех... В водопроводе. Не в водопроводе, а вот как, в общем, в кране, да, вот везде, в кранах, во всех вот этих отверстиях, откуда вода течет. Оказывается, он вообще очень-очень-очень давно этой темой озабочен, и постоянно я прям нарезку видел, где он на каких-то своих ралли, на митингах, он все время вот это вот дрип, кап. Вот я даже записал его в овальном кабинете фразу обращения к нации, можно так сказать. «Я люблю принять хороший душ», говорит Трамп, «чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах». Прям там же, в этом овальном кабинете, какие-то люди просто закатились от смеха и вот делятся впечатлениями. «Я стою в душе 15 минут, пока намокну, а у меня там кап,
кап, кап, кап. Это нелепо. Ну, значит, что пошутили про него, что, может быть, это вот... А как это ограничивается-то, я не понимаю. А вот я сейчас к этому перейду. Оказывается, это был такой у Байдена указ, где... Ну, там немножко по-другому устроено, не так, как у нас вообще жизнь и быт. В основном люди живут в своих домохозяйствах, и идет, там коттеджные поселки, я не знаю как, идет общий водопровод, и из него можно насосом выкачивать воду там, для полива или еще что-то. Просто получается так, если ты качаешь из этого водопровода воду, то где-то дальше у людей это давление падает. И да, вот у нас тоже в поселке такое же, никто не проверяет, но в принципе это нельзя. Ты выкачал, а какие-то там 5 домов на конце улицы, у них... А нельзя больше воды подавать в этот водопровод? Видимо, можно, но там какое-то давление, есть вот ГОСТы на давление, там, допустим, там то есть тогда это не для всех, а тот, кто ближе к источнику, там все нормально, а тот, кто дальше, вообще никогда не моется, по-моему. Вот, то есть был такой акт, который Байден подписал, он ограничил там, по-моему, чуть ли 2 галлона в минуту. 11 литров. Да, нельзя было больше вот это давление обеспечивать. Не знаю, что такое галлон, но 11 литров. Да. 4 литра, по-моему, галлон. Давайте погуглим, да. То есть вот Трамп, значит, это все отменил, все, теперь свобода. Кстати, вот если говорить про то, как жизнь устроена, там у них, например, можно туалетной темы немножко? Ну, конечно, можно. У меня самого клокочет по этому поводу. В Северной Америке у них унитазы не так устроены, как у нас. У нас вода в сливном бачке, а у них уже, собственно, в раковине в этой вода. То есть ты, когда там, то все это вот плюхается, и все, и животные постоянно там воду пьют из унитазов, потому что она там просто стоит. Вот, такие, значит, культурные различия. Нет, он же написал, что это, говорит... Бесит, если 10-15 раз тебе надо нажать, чтобы смыть. А вот я и не понял, потому что у них наполняется водой как раз вот сам унитаз. Что он там 10-15 минут пытается... Я не знаю, но вот у нас во многих вот местах, особенно общественных, люди типа экономят, но вот за раз выпускается небольшое количество воды. И тебе надо 100 раз нажать и ждать еще, пока наполнится. Давайте примем закон такой Трамп же, молодец. как у Трампа. Я тоже, кстати, люблю хороший напор в душе. Слава богу, у меня в спортзале шикарный напор. Все здорово. Значит... А еще я хотел сказать, что вода-то, собственно, как и воздух, это одно из основных, то, чем мы каждый день моемся, пьем, питаемся, как-то умываемся. Состоим из, да. Поэтому, да, вода вообще-то это важно. Но смеются все над Трампом, на то, что он 15 минут стоит в душе и ждет, пока бедный намокнет. Я говорю, смеются над ним, вот над этим дрип, то есть кап, и все время упоминают, а может, это Сторми Дэниелс ему это все говорила? Намекают на порнозвезду. Дама симпатичная, да. Андрей Бочаров. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Те, кто к нам только что присоединился, пожалуйста, послушайте вот те полчаса, которые были до того, что только что. Я хотел отметить такой небольшой сдвиг во всем. Перестали говорить о мире, основанном на правилах. Заметили? Что раньше как-то говорили, это когда хаяли Россию, что, значит, нарушили правила, на которых основан мир, что, значит, наш западный образ жизни, они угрожают ему. А оказывается, уже нет никакого мира, основанного на правилах. Вернее, Дональд Трамп, на мой взгляд, все эти правила хочет сломать, а потом там, я не знаю, получится у него новые какие-то правила, или уже без него их будут эти правила придумать. Еще заметил, англосаксы пропало слово из нашего обихода. Да. Мы раньше мы раньше Америку со всеми вот этими хлебоблюдами называли англосаксы, а сейчас как-то так основная часть англосаксов отвалилась, и уже как-то это не обобщающий термин. Тогда я добавлю, еще перестали говорить демократия.
Мы боремся за демократию. Мне кажется, демократия – это вообще скоро ругательный термин будет, потому что вот по законам диалектики когда-то это был прогрессивный вид управления, самоуправления, потом, как нас учит диалектика, все превращается в свою противоположность. Дугин очень хорошо про это говорит. Я не очень много его слушаю, но там у него есть интересное рассуждение. Ну, давайте про тарифы вообще, про тарифы давайте поговорим. Это же вообще... Мы же на этой неделе все эксперты по тарифам и рынкам. Я вот. Нет. А я вот просто мой информационный пузырь, он только вот этими новостями и заполнен был. Поэтому я на всех языках, доступных моему пониманию, просто сидел и старался разобраться. Вот у Трампа это вообще это какая-то стратегия, это вот что-то вот осмысленное, что он делает, или просто импровизирует старичок. Значит, во-первых, вот что хотел сказать. Вот Питер Наварро, есть у него такой советник экономический. Про него есть апокриф такой, что, значит, Трамп, когда на первый срок шел, он же шел просто для фана, и вообще-то он осознал, что он может победить только где-то там к съезду республиканцев, это в 2015 году. И он начал судорожно искать кого-то, кто вот экономически будет ему какие-то программы писать. И он Китай-то давно не любит, понимает, что это вот сила, которая возникает в мире, которая просто уложит на обе лопатки США. И апокриф гласит, значит, что он поручил своему помощнику погуглить на Амазоне. Амазон – это в данном случае, где книжки продаются, сайт. Значит, погуглить, кто хуже всех про Китай пишет. И, значит, выпала какая-то книжка, которая где-то самая злая про Китай была. И автор ее был Питер Наварро. И его, значит, пригласили. И он все вот эти антикитайские инициативы Трампу и пишет. И все вот эти вот тарифы тоже, вот, собственно, он и пытается навязать. Это про Питера Наварро. Ну, говорю, это не доказано. Сами американцы говорят, что вот в этих шоу сатирических, что Трамп, как ребенок, в лифте жмет на все кнопки и смотрит, куда лифт поедет. Давайте попробуем осознать, что за прошлую неделю произошло. Во-первых, Трамп выкатил тарифы всему миру. Что Россия, Северная Корея, Иран, это мы за скобками пока оставим. Почему он выкатил такие тарифы? Спросили вот умные люди умных людей. Умные люди умным отвечают, что если какую-то, значит, страну оставить без тарифов, то Китай найдет эту лазеечку и будет, значит, через вот это вот там Вьетнам, неважно, там Канаду или Мексику, эти... Они через Мексику и возят много. Да, они в Мексике сборочное производство, они в Канаде сборочное производство, Китай, значит, делает и через них гонит совершенно спокойно в США то, что там покупают. Вот. В этом был смысл заградительных этих каких-то диких пошлин. Дальше подразумевалось что? Что паника по всему миру, и когда паника, на рынках обычно принято перекладываться в доллар или в долговые обязательства. И по плану вот этого Наварро или Трампа, что все люди, значит, бросятся тут же покупать доллар подорожает. Соответственно, Федеральная резервная система, которая не подчиняется Трампу, она там абсолютно независимая, она опустит процент поставки, и инфляция замедлится. То есть замедление инфляции с одной стороны, с другой стороны опять покупают долги, которые вот кто-то довольно, скорее всего, Китай и, может, какие-то еще другие страны довольно сильно опустили курс, так скажем, этих бумажек. Там довольно сложно это все вот вычисляется. Условно говоря, вы покупаете бумажку, которая будет стоить $100 через 10 лет. А сегодня она стоит там... как эти вот... У нас была пирамида, потом рухнула. Как вот эти бумаги называются? Не, государственные облигации были. ВИЗО? Нет. ГКО. Государственное казначейское обязательство. ГКО, вот то же самое. Вы покупаете бумажку, которая стоит $100, но ее $100 вам заплатят через 10 лет, а сегодня вы ее покупаете, например, за $7,7. И чем выше ее сегодня вы покупаете, тем лучше, значит, для США. Это называется падает доходность. То есть вот эта вот маржа меньше получается. Чем меньше доходность по этим бумагам, тем для США лучше. Потому что вот это вот может совершенно людей вот ввести вот в какой-то непонимание, что происходит.
В начале, да, чуть-чуть даже вот снизилась эта доходность, то есть вот в начале немножко даже по плану пошло, вот по плану Трампа, и Трамп тут же, значит, где-то он True Social, у него своя сеть, он тоже написал: ФРС, видишь, как все хорошо, давай снижай, значит, свои эти там проценты по первоначальным кредитам, по финансированию. Но ни ФРС его не послушалось, ничего, рынки падали и падали, и уже в обратную сторону эти бумаги пошли, и тогда, видимо, Наварро ему сказал, что давай отыгрывать как-то назад, и убрали пошлины, и вроде бы рынки выросли, но вчера опять упали. То есть, по-моему, вот просто весь мир на это смотрит и видит, что какой-то вот сумасшедший дед без всяких понятий о том, как работает экономика, мировая экономика, как работают финансы. Вот он у руля, и все начинают потихонечку, значит, из этих всех бумаг выходить. Но не знаю, вот что у нас есть в мире, то, что там стабильно и там не падает в цене. Золото, да, вот золото очередной рекорд побило 3200 за унцию, и так смотришь, там раз, по-моему, в квартал где-то объявляют золотые запасы стран. Смотришь, так вот, у России такой уже очень неплохой золотой запас, там в Китае тоже неплохой. То есть страны, которые более-менее в долгу играют, и как-то вот у них экономика не на каких-то пузырях основана, то вот они вот в золотишко пока уходят, а к доллару все меньше и меньше, значит, этих всех веры. И да, кстати, Трамп еще вот... Не, ну можно же еще и строить, например. Как раз нам надо дороги, там, больницы. Вот. За эти денежки. Да, если они лишние. Я про что? Ну, СВО ввести немножечко. Тем более. Да. Я немножко про это хотел сказать, что оставил-то он тарифы вот эти. Ну, там уже не важно, 80% или 150%, это просто вот, ну, они могут там до 8 тысяч дойти, это просто вот что товар из Китая не идет в США и в обратную сторону. Попробовал почитать, какой смысл в этом во всем. И там нашел какого-то экономиста, на него много ссылок, много лайков в соцсети было, и он такой довольно длинный, у него такой, значит, пост был, где лонгрид. Да, лонгрид, можно так говорить. Больше 2 абзацев уже лонгрид. И он прям написал, почему, значит, мы 100% выиграем у этого Китая. Просто вообще не сомневайтесь, будет все. Вот сейчас я вам все объясню. И почему Китай прогнется. И я читал, потом еще раз перечитал. У него единственный довод про то, что, значит, для Китая рынок США настолько важен, что Китай вот прогнется. И все. Больше никаких доводов нету. Идет у него, у этого экономиста, нагнетание, что, значит, Китай угрожал нам, это наш враг, он угрожал нам ядерным ударом и биологическим оружием. Это вот он вспоминает еще вот этого Мао Цзэдуна, 50-е годы, когда там Мао там уговаривал Хрущева, значит, жахнуть по США. Ну, бог с ним. В общем, на мой-то взгляд, что как раз что Китай не прогнется, вот тоже буквально сюда ехал, уже прочитал интервью какого-то экономиста, что-то он, неважно, в общем, китаец, он говорит, слушайте, ребята, Китаю 5000 лет. И большую часть этих 5000 лет США вообще не было. И мы как-то жили, и следующие 5000 лет проживем. Они вот такими категориями думают. А прогнутся они, допустим, под Трампа, ну, он просто увидит, что там Трамп или другой президент будут их и нагибать. Вот как нагнули в свое время там Японию, которая теперь уже, я не знаю, там... Не, ну вот так, если нагнут, то Земли не останется, как Япония, как планета. В смысле, ядеркой по как шарахнуть? Они нагнули-то? Не, я вот уже просто устал говорить про соглашение Плаза в 1985 году, где они нагнули в экономическом смысле Японию. И просто вот это скучно пересказывать. Опять еще раз, там, в 8-й раз, наверное, вот слушатели, если погуглите, просто там США заставили Японию поднять курс иены и резко снизить конкурентоспособность своей продукции и перенести заводы основные на территорию США. Это вот тогда получилось. С Китаем такого просто вот, ну, видно, что не получится. Жалуются американские предприниматели, которые уже готовы встречать новый 2026 год, что у них все контракты на елочные украшения, на вот все вот эту вот рождественскую мишуру, все это, значит, уже
Не будет это. Не будет радости в новом году, как это говорили. Но не... Ну, это знаменитый какой-то был репортаж. Но не радуется простой американец. Что-то такое было. Интересный, на мой взгляд, интересный индикатор, вот пока все это гуглил, обнаружил, индикатор Баффета, это Уоррен Баффет, он считается до сих пор самым успешным инвестором, то есть чувак, который просто из воздуха деньги делает, там, пришел, что-то там понюхал, потоптался, взял, купил там какую-то фабрику обувную. Она раз почему-то в 8 раз выросла в цене там за следующие 4 года. Вот есть такой индикатор Баффета. Он что из собой представляет? Вот если взять весь рынок акций национальных компаний, его стоимость, и разделить на ВВП страны, вот это называется индекс Баффета. Вот если он, скажем, больше 50%, потому что не все акции, не все предприятия торгуют акциями на бирже. IPO, да. Вот где-то около 50-80 это считается нормальным. Если 150, то это просто очень сильно раздутый рынок. То есть это вот пузырь, который обязательно лопнет. Вот он сейчас в США 150, а где-то примерно как в 2008 году. То есть вот... про 2008 год еще хотел рассказать, что тогда тоже ведь все говорили, что, Китаю сейчас каюк. У них же экспортная экономика, они сейчас все, никто ничего покупать не будет, и они, значит, все сдуются, и вот больше мы не будем, там, это китайский шок называли у американцев, что у них быстро экономика поперла. Китай вместо этого взял и просто начал строить высокоскоростные железные дороги и просто улучшил так инфраструктуру и как бы вернулся к экспортному варианту своей экономики просто через 5 лет. Но зато страна расцвела. Если сейчас вот этот США рынок закрывают, а это, по-моему, 15% внешней торговли мира. Да. У Китая 15% внешней торговли – это США. Если эти 15% отвалятся, найдут они чего себе там в Китае построить, не сомневайтесь. Так что... Да, и, может быть, будет расти Тихоокеанский регион, там же вот теперь все страны, Малайзия, Индонезия народу много, деньги появились, они не нищие далеко. Вернуться к внутреннему спросу, который, например, считается, что в Китае в 4 раза меньше человек потребляет, чем в США. Может, ему и не надо столько, сколько в США, даже в 2 раза, если больше будет, и в виде, я не знаю, там, каких-то медицинских услуг, жилье там улучшат или еще что-то. Это, представляете, еще в 2 раза увеличится экономика Китая. США, вот Трамп, в общем, я бы поставил на то, что это вот никакой не план, а просто какие-то судороги и метания, и ничем хорошим это для них не кончится. С другой стороны, вот так же, как Байден, вот бесконечно тянуть, набирать долги, причем эти долги все дороже для США, все, обслуживать их все дороже, тоже был путь вот об бетонную стену. На мой взгляд, Трамп просто более короткий выбрал путь. Есть просто другой вариант, ограбить других. Войнушку не Китай. Да, нет, ограбить просто Европу, например. Тоже не сильно получится. Вот что там в Европе взял завод и пешочком пошел через океан и приземлился в США. Не так это просто все делается. А как ограбить? Как просто приехать с автоматами и забрать золото, там, украшения. Ограбить экономически. А потом Трамп же уже сказал, что ему звонят. 8 раз энергоносители. С 22 года 8 раз стоимость энергоносителей. У людей там в 30 раз вот эти жировки увеличились, платежки, квитанции за отопление, энергию. Там от 5 до 30 раз. То есть уже грабят. Я не знаю, может, он врет, но он сказал, что уже ему звонят и, целуют в одно место. Причем признался, что позвонил ему только один лидер страны. Это Джорджия Мелони из Италии. Только она звонила. В общем, такой тоже... Все приятнее, чем если Макрон или Стармер. Не знаю, с Макроном у них особые отношения. В общем, Трамп-то заявлял, что это тарифы, это вот все это не для переговоров, это значит политика неизменно, и через 2 дня, по-моему, сейчас через 2 дня все отменил. По-моему, сейчас все там просто не знаю, какое нематерное слово, когда вот человек вот такой в каком-то нокауте находится.
А России почему нет в списке стран, на которые наложили тарифы? Оказывается, что потому что с Россией ведут переговоры. И вот наложить еще во время переговоров какие-то тарифы, это как бы, да, так не очень приятную какую-то вот плюху в этих переговорах подложить. Но тогда Украина спрашивает, а на нас за что тарифы? С нами что, не ведут переговоры? 10%. Это как в анекдоте про замечательного жителя Чукотки, который сидит там где-нибудь на берегу Северного Ледовитого и говорит, расскажи какой-нибудь, говорит, политический анекдот. Не, говорит, не буду, сошлют. Вот это примерно тоже, говорит, наложи санкции, что там не наложилось. У нас торговый оборот 5 миллиардов всего. Наложил. Причем в большинстве своем это критически важные для них. Там уран, я не знаю, титан и так далее. Какое-то топливо для титан, для строительства... самолетостроение. По поводу вот переноса всяких производств на территорию США тоже никто никакого примера не может привести. Я уже вот в прошлую пятницу говорил, что вот был такой громкий ЧИП-акт, который Байден, значит, подписал про то, что с Тайваня привезут завод в США, и будет он самые лучшие в мире чипы в полнанометра делать, и вообще так, что никто за ними не угонится. И сколько это, 7 миллиардов, по-моему, на это выделили. И, в общем, нету ни завода, и даже просто нет ни инженеров, даже не тех, кто фундамент для этого завода выкопает, так и не нашлось. Я вроде про Volkswagen читал, нет? Нет, это про чипы, про микросхемы. Нет, я просто... Нет. Вы сказали, нет примеров, что кто-то переехал в США. Так нет, Siemens, по-моему, тоже какие-то такие... Нет, они строили заводы, им тоже как-то, новых-то не появляется заводов. Примерно 10 миллионов в 300-миллионных США людей занято в производстве. Это в строительстве, я не знаю, там что-то клеят, я не знаю, какие-то пельменные коробки или еще там машинки собирают. Где взять рабочих, инженеров? У них в основном все образование в колледжах уже все про гендерное равноправие больше было. Мне кажется, США это грустная история. Мы будем долго наблюдать, как это все будет рушиться, отслаиваться и... Хорошо, если наблюдать, а то устроит что-нибудь напоследок. Да, вот этого бы не хотелось. Я говорю, слава богу, что мы каким-то образом, Россия, оказались просто вне сферы прямого действия всех этих тарифов, пошлин и прочих. Обратите внимание, только какой-нибудь там что-то, 8-й год или там 15-й, что-то у них начинается. У нас... Доллар, бог знает куда взлетает. Мы бежим какие-то там диваны покупать с телевизором. А сейчас вообще ничего не происходит. Наоборот, думают... Спасибо, ребят. Наоборот, думают, если Китаю, значит, заслон в Америку товаров сделают, что не поедут в Америку товары, то они к нам. И, значит, подешевеют, то может быть вообще хорошо. А может вообще мир развалится на минимум 2 системы. Одна на основе БРИКС будет, где торговые пути будут из Китая, это шелковый путь. Но все найдут какой-то профит для себя страны. Где-то что-то там дособирать, где-то что-то там... Китай с огромным удовольствием какие-то продукты питания из России покупает. У них там считается, что там на севере все сильные, высокие. Значит, детишек надо кормить тем, что на севере... Давайте про что-то еще... Там же Владимир Владимирович мороженое подарил. Да. А они же не очень... У них молочные продукты в Китае, они, в общем, не пьют, не едят. И с мороженого началась у них эта любовь ко всему. Аленки продаются в каких-то просто масштабах, там вообще какие-то у нас заводы, которые мы там, шоколадные фабрики, про которые слышали, они просто не успевают на внутренний рынок у этих Аленок, потому что все Китай забирает и еще требует больше. Давайте еще про что-нибудь поговорим. Что у нас? Переговоры идут у нас. Переговоры. Прямо сейчас идут переговоры. Мне очень понравилось, когда это в Стамбуле, что ли, шли переговоры российской и американской делегации, и на ленте новостей такие сообщения были, после 2 часов делегации прервались на обед.
агентство ТАСС. Я думаю, ой, как же хорошо. Вот люди что-то говорят, что-то обсуждают. Наверняка там накал какой-то, какие-то очень серьезные. Но зачем вот простых людей вот бомбардировать какими-то вот психику их нарушать? Пусть специальные люди договорятся с закрытыми дверями, потом выйдут, улыбнутся, пожмут друг другу руку, скажут, будем дружить теперь, ограничивать ядерное оружие, вместе летать на Марс, я не знаю, еще что-то. Вот только такое я хочу от внешней политики и каких-то новостей оттуда. Устал. Еще фотки еды тоже хорошо. Да, фотки еды. У меня супруга очень любит вот это меню изучить, а потом, значит, это винишко обязательно наше какое-нибудь где-то достать вот из Краснодарского края, попробовать, как оно там, какой на вкус. Так что там никаких новостей, ничем. А еще хуситы бабахнули по авианосцу Харри Труман. Но вот заметка РИА Новостей, я что-то не понял. Когда они бабахнули? Да вот прямо вот только что. 11 апреля. Да, вот слышал, недавно. что-то такое, бум было. Да. Вот, но единственное, почему-то не написано, что в итоге... Хуситы – это нерешаемая проблема для США. Это вот просто такая головная боль, и что там Трамп же им угрожал, что все, вам кранты, и что-то бомбил. Да они давно уже, с 2015 года ведут с этими США и еще с Саудовской Аравией войну, и они как минимум в ней не проигрывают. То есть у них есть какие-то норы, где там из водопроводных труб они эти свои ракеты ваяют, и бомбить их бесполезно. А 300-400 тысяч войск направлять туда, ну, в общем, никто сейчас не готов. Ни Европа, ни Америка. А была же вот эта утечка в сигнале, когда... Вот я просто на 100% уверен, что эта утечка была специально. Помните, сигнал Гейт такой был? Где журналисты добавили в чат, где обсуждали бомбить хуситов. А Джей Ди Венс тогда написал, что да задолбала эта Европа, что мы за нее должны постоянно вписываться в американской только 3% торговли, а значит практически вся нефть идет, это вообще зона ответственности Европы, и пусть они, значит, с этими хуситами и разбираются. Мне кажется, вот для того, чтобы вот это вот слить сентенцию, вот эта вот вся история с сигналом и была устроена. Ну, ребята, это ваша проблема теперь. Есть новости, в которых прекрасно все начинается с заголовка. Я даже не читал дальше. Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно. Да. А они это делали? А зачем? Ну, Сургут такой город, знаете. Пусть сейчас я вот свой телеграм-канальчик открою, чтобы вот меня насмешила новость. The Telegraph сообщает, переговоры коалиции желающих провалились, заявил глава ЕС. Вот эта коалиция нюхающих... Аминь, да. Коалиция млеющих от укронацистов. Вот какой в 5-й раз они, что ли, собираются? Или в 6-й? Они все желают, и никак не могут. Надеюсь, вы млеете от передачи Андрея Бочарова. Спасибо.